Сладкое. И почему нельзя есть его бесконечно? Почему нужно отказываться? Чтоб жизнь медом не казалась. А что если можно? А почему сладкое едят почти все, а диабет развивается только у определенных людей? И вообще, что такое диабет? Давайте разберемся. Можно ли заработать диабет, поедая много сладкого? Нет. Думала я, когда приступала к поиску информации. Однако все оказалось не так однозначно. Итак, начнем по порядку. Что такое диабет? Диабет – это хроническое заболевание, которое возникает либо вследствие прекращения выработки инсулина, либо снижения чувствительности к нему. Это проявляется в первую очередь постоянно повышенным уровнем глюкозы в крови. Выделяют два наиболее распространенных типа диабета. Первый – инсулинозависимый. Развивается чаще всего у детей и подростков вследствие аутоиммунного поражения бета-клеток островков Лангерганса поджелудочной железы. Это те, которые вырабатывают инсулин. Второй тип диабета характерен для пожилых и людей среднего возраста, как правило, страдающих от лишнего веса, и развивается он по типу инсулинорезистентности. То есть клетки организма теряют чувствительность к этому гормону. Нужно пояснить, чем вообще занимается инсулин в нашем организме. Благодаря ему глюкоза, главное топливо нашего организма, проникает внутрь клеток. А почему она сама не может туда попасть? Проблема в строении клеточной мембраны. Она состоит из двух слоев липидов. Липиды – это неполярные молекулы, а глюкоза – полярная. Поэтому она не может проникнуть сквозь этот бесслой. Мы с тобой не пара. Ведь ты не сахар. Вот. Поэтому глюкозе нужен особый переносчик. И у нее он есть. Свой, эксклюзивный, и даже называется так. Глюкотранспортер, или сокращенно глют. Он встраивается между липидами мембраны и буквально за ручку проводит глюкозу внутрь клетки, а призывает глют на поверхность клетки именно инсулин. Так вот, при диабете первого типа клетки поджелудочной просто прекращают вырабатывать инсулин. И именно поэтому он перестает действовать, потому что его больше нет. Причем здесь сахар? Ни при чем. А вот диабет второго типа развивается из-за инсулинорезистентности. И именно это понятие мы будем рассматривать дальше. Что за шум? Если проблема связана с глюкозой, значит все-таки дело в сахаре. Как бы не так. Мне еще есть что тебе рассказать. Погода сегодня чудесная. Пойдем прогуляемся. Мне нужно кое с кем тебя познакомить. Сахара бывают разными. То, что мы привыкли называть сахарами, на самом деле называется моносахариды и дисахариды. Это молекулы, состоящие из остатков гексоз, таких 6 углеродных спиртов, таких как глюкоза, галактоза и так далее. Основные сахара, потребляемые с пищей, это лактоза, фруктоза и сахароза. Вот ее-то и считают главным злом. Я все вижу. Раиса Захаровна, я чуток хотел подсолить, но совсем в горло-то не лезет.
Ни в коем случае. Соль – это белый яд. Так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Ведь из-за нее растет глюкоза в крови. Вот только это не совсем так. Молекула сахарозы состоит из двух остатков – фруктозы и глюкозы. Однако глюкоза, поступающая с пищей, составляет наименьшую долю глюкозы, циркулирующей в крови, так как наибольшая доля глюкозы хранится во внутренних депо организма – в печени и в жировой ткани. Теперь зло кажется не таким уж и большим, правда? Теперь подробнее поговорим о фруктозе. Ее чаще всего рекламируют как безопасный заменитель сахара. Но так ли это на самом деле? Согласно исследованию Лин и Маренго от 2016 года, у крыс, которые получали богатую фруктозой пищу, быстро нарастала масса тела, уровень глюкозы в крови, появилась гипертензия и снизилась восприимчивость к инсулину. Это явление объясняется тем, что чрезмерное потребление фруктозы приводит к усилению синтеза триглицеридов и жирных кислот в печени. О них мы поговорим чуть позже. А касаемо фруктозы, ключевое слово здесь – чрезмерное употребление. 2 исследования, проведенные в течение 1 года, это длительные исследования, с пациентами, страдающими диабетом 1 и 2 типов, показали, что ежедневная замена сахарозы и крахмала 60 граммами фруктозы не привела к значительному изменению уровня глюкозы в крови, а также масса тела тоже у пациентов существенно не изменилась. Более того, у всех испытуемых за время исследования снизился уровень гликированного гемоглобина, а это показатель улучшения. Таким образом, установлено, что употребление менее 100 граммов фруктозы в сутки является допустимой заменой сахару. И все же мне непонятно, как именно сахар портит все. Я посмотрела с дюжину исследований и поняла, что не ошибалась. Дело действительно не в сахаре. Большинство исследований утверждают, что главным фактором развития диабета 2 типа является лишний вес. Это отчасти подтверждается тем, что заболевание редко обнаруживается у людей с индексом массы тела меньше 25 и не обнаруживается совсем при ИМТ ниже 22. А нормальным считается индекс от 18,5 до 25. А также при снижении веса показатель инсулинорезистентности снижается. Плюс некоторые исследования генетиков показали определенные отличия в экспрессии генов, пролиферации клеток и в проведении сигналов между стволовыми клетками, предшественниками фибробластов. Исследование проводилось между людьми, страдающими диабетом 2 типа. То есть инсулинорезистентность – это генетически детерминированная черта организма. Она может присутствовать в организме еще до развития болезни и даже до появления толерантности к глюкозе. Однако установить прямую патогенетическую связь между избыточной жировой тканью и снижением чувствительности к инсулину не удается. Поэтому я копнула глубже. В статье Sears и Perry от 2015 года я нашла компиляцию исследований о патогенезе инсулинорезистентности. Я просто ее процитирую. Инсулинорезистентность в первую очередь возникает в гипоталамусе. Тот служит для балансирования количества потребляемой пищи с затрачиваемой энергией. В частности, сигнал о насыщении от кишечника соотносится с сигналом от жировой ткани с помощью белка лептина и о концентрации глюкозы в крови с помощью инсулина. Однако избыток калорий или насыщенных жиров в пище приводит к развитию воспаления в гипоталамусе. Это не только классические тумор, доллар, калор и прочее. Это именно выработка воспалительных цитокинов.
Так вот, воспаление в гипоталамусе нарушает передачу сигналов о насыщении от лептина и инсулина. И это приводит к неконтролируемому чувству голода в течение первых суток. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности, но кратко суть в том, что избыток калорий в пище приводит к переключению клеток на синтез воспалительных цитокинов и, соответственно, уменьшению их реактивности на инсулин. Таким образом, проблема не в самом употреблении сахара или любых других веществ, а в избыточном потреблении калорий, как и с фруктозой. Что касается жирных кислот, помните, я обещала про них рассказать. Так вот, согласно исследованию Джорджио Сести от 2006 года, жирные кислоты конкурируют с глюкозой за проникновение в клетку и вступление в первенство по производству энергии для клетки. Когда жирные кислоты в избытке, то преимущественно именно они будут вступать в цитратный цикл, то есть поставлять эту самую энергию. А фосфорилированная глюкоза, которая намертво заперта в клетке, прикол, да, будет там накапливаться. А вслед за этим фермент гексокиназа, который отвечает за welcoming зону клетки, он встречает глюкозу, вешает на нее фосфат и таким образом запирает в клетке, будет простаивать, потому что в клетке уже избыток глюкозы. А инсулин, который активирует гексокиназу, со временем просто, я не знаю, расстроится и перестанет выполнять свою функцию. Надо будет поработать над перескакиванием с жесткой биохимии на кейки. Короче, чрезмерное употребление жиров в пище, особенно насыщенных, вредит вашему здоровью. Так что не ешь, подумай. Подведем итоги. Вызывает ли сахар диабет? Нет. Нужно ли отказаться от всего сладкого и жирного полностью на корню? Конечно, нет. Единственные, кому нужно действительно четко отслеживать количество потребляемых калорий, это люди, страдающие диабетом или имеющие повышенную толерантность к глюкозе. Тем, кто знает по своей семейной истории, что может быть предрасположен к инсулинорезистентности, заботьтесь о своем питании с молоду, и все у вас будет хорошо. А всем остальным следует просто не переедать. Употреблять больше растительной пищи вместо снеков и минимизировать потребление сладкой водички в своем рационе. На этом у меня все. Если у вас остались вопросы по теме, можете задать их в комментах или поискать самостоятельно в источниках. Весь список я привожу по ссылке в описании. Спасибо за просмотр и будьте здоровы!